Добрый день, дорогие львы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на осень 2025 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем планировать с вами это интересное время. Нас с вами ждет 3 лунных цикла, и астрономическая осень у нас начинается с 22 сентября и заканчивается 21 декабря. Да, ребят, это гороскоп подекадный, поэтому если вы смотрите его по Солнцу, львы, которые родились в июле, это первая декада. Если вы родились с 1 по 10 августа, это вторая декада львов. Если вы родились с 11 августа и до знака зодиака Девы, вы третья декада львов по Солнцу. Если вы смотрите по асценденту, делите отрезок знака Лев на 3 равных части. И если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада асцендента во Льве. Если с 11 по 20 вторая декада, и с 21 по 30 градус это третья декада Львов по асценденту. Ну что, ребят, буду рассказывать общую картину и, конечно же, делить на все 3 декады. Где-то получится еще даже декаду напополам поделить, потому что события как раз-таки будут узконаправлены. Так движутся планеты, ребята, не от меня зависит это. Ну что, готовы? Поехали. У нас буквально-таки сегодня, если успеет это видео опубликоваться, заканчивается коридор затмений, чему мы очень сильно рады. Скажите, как прошел ваш коридор затмений, как прошел ваш сентябрь, потому что, да, извиняюсь, вашего сентябрьского гороскопа не было, ребята, просто не осилила. Поэтому пишите в комментариях. Также, ребят, я рассказываю общий гороскоп, и если у вас свой персональный вопрос, потому что я надеюсь, вы понимаете, что это общая транзитная карта, а для того, чтобы посмотреть, что же у вас там происходит, мне нужны ваши дата, время, место рождения, да. Ну и, конечно же, задавайте свой вопрос, потому что я, открыв вашу натальную карту, могу, много чего вам рассказать. Вопрос, нужно ли оно вам, да. Поэтому задавайте правильные вопросы и идем дальше. Ну что, коридор затмений заканчивается. Следующий коридор затмений у нас будет с 17 февраля по 3 марта 2026 года. Тоже очень важный, интересный период времени, скажу я вам так, да. Он будет подготавливать нас всех к переходу кармических узлов, и в конце июля 2026 года кармические узлы меняют свои знаки и переходят на ось Лев-Водолей. Да, дорогие, то есть здесь моменты, которые сейчас будут происходить, конечно, у каждой декады львов они будут разные. Ребят, надеюсь, здесь понятно, что я рассказываю гороскоп не потому, что я кого-то больше люблю, нет, потому что длина аспектов просто вот такая для каждой декады. Точный гороскоп – это только ваш личный, на вашу персональную дату, повторюсь, да. И здесь момент такой, что какие-то декады у знака льва будут прямо-таки мощные, да, развиваться, стремиться, ускоряться. Какая-то декада будет чуточку полегче, попроще, но это не изменяет ситуацию, да. В конце июня 2026 года у нас Юпитер меняет знак и переходит в знак Льва на целый год. В конце июля 2026 кармические узлы переходят на ось Лев-Водолей. То есть, ребята, понимаете, сейчас вас жизнь готовит к событиям будущего, для того, чтобы вы были максимально подготовлены. Да? Плюсом, конечно же, еще здесь такая очень интересная планета, как Уран, у нас еще ерзает из Близнецов в Тельце, обратно вернется. И, конечно же, это тоже оказывает влияние на Львов первой декады и на Львов третьей декады. На Львов третьей декады снова начнется вот эта вся интересная нестандартная ситуация с обнулениями с 8 ноября, когда ретроградный Уран, который в первой неделе сентября развернулся и ушел в ретроградное движение, снова попятился
в знак Тельца. И здесь момент, конечно же, берем на карандаш львы третьей декады, и с 8 ноября 2025 по 26 апреля 2026 года львы третьей декады, ребят, то есть последние 5 денечков львов близко к девам, да, то есть августовские львы близко к девам, там 20 числа, да, 19 августа, кто родился, 20, 21, 22, иногда бывает 23, да, то есть иногда 18, то есть вот эти львы, кто родился, прям по датам, понимаете, ребят, то есть в вашей жизни возможны возвращения прошлых сценариев, которые были, ну, сейчас таки скажу, в мае, в апреле 2025 года и в июне, до того, как раз-таки Уран перешел в знак Близнецы. Понимаете, о чем я? То есть это обнуление, это изменение в жизни. Согласны мы с этим, не согласны. Плюсом еще у нас вот этот Уран, буду, конечно, рассказывать, но весь октябрь конец октября и ноябрь, начало октября все-таки полегче там. Квадратура с Венерой. То есть это уже так просто по сравнению с ноябрем. То есть там Уран будет в оппозиции с Лилит, с Марсом, Меркурием, с Солнцем, с Луной. То есть это будет такой момент, я называю это новый уровень. Если вы обратили внимание, гороскоп и называется новый уровень, потому что когда мы переживаем вот эту нестабильность Урана, если вы смотрели большое видео «Уран в Близнецах», то я рассказала, да, как он плюс-минус на нас будет на каждого влиять вот ближайшие там 6 лет. Но быстро, коротенько сейчас, когда он находится в оппозиции с Лилит, на поверхность еще выходят все наши страхи, наши переживания, да. А Лилит сейчас находится в Скорпионе и оказывает прямое воздействие львам третьей декады. Ребята, у вас сейчас вопросики свои внутренние, перебороть страхи, как раз-таки этот коридор затмений, то есть по его итогу, там завтра, послезавтра Лилит как раз-таки переходит в третью декаду Скорпиона, это квадратура к Солнцу, львов третьей декады. Поэтому, ребята, вот такая история у вас здесь до конца осени астрономической. Лилит будет находиться в Скорпионе и потом перейдет в знак Стрельца. Когда перейдет в знак Стрельца, будет уже аспект Лилит к львам первой декады. Да, дорогие, плюсом что у нас? Точно так же идет Плутон, оказывает оппозицию львам первой декады. Поэтому здесь такая интересная, нестабильная история, которая нам нравится, не нравится, да. Плутон заставляет подниматься. То есть, если мы не идем вперед, не строим бизнес, не поднимаемся в финансовом плане, потому что это планета больших денег, не берем на себя в прямом смысле такие силовые нагрузки с точки зрения умение договариваться с сильными людьми, да, то есть не проявляем в себе как-то власть, но не просто так, а заслуженно, да, то есть когда мы берем другие позиции своего характера, очень такие сильные, пробивные, мощные, когда мы чувствуем внутреннюю силу и идем. То есть если мы этого не делаем, то такое ощущение, как правило, что Плутон нас разрушает, разрушается наша жизнь, она разрушается некрасиво, она разрушается самыми такими сценариями, когда нам хочется просто все дотла испепелить и пойти дальше, да. Это оппозиция Плутона на Львов первой декады, и у нас Плутон будет до 14 октября в ретроградном движении, потом он останавливается, то есть недельку где-то, да, плюс-минус несколько дней от даты 14 октября, и он разворачивается, идет в директное положение. То есть, но тем не менее аспект к львам первой декады все равно остается. Плюсом у нас Сатурн, конечно же, убежал уже все, он снова в рыбах, но Нептун у нас до 21 октября находится в первой декаде Овни и делает потрясающий воодушевленный такой трин к львам первой декады. Здесь история такая очень активная, очень такая мощная, да. Если вы хотите творческое начало, переезд, путешествие, иммиграция, то есть, если вы хотите развиваться в новой какой-то истории, за границей в том числе, да, здесь, если вы хотите получить, например, образование медицинское, здесь все связано с лечением, в том числе получится очень хорошо. Нептун также аспект, если вы хотите выйти замуж, встретить любовь всей своей жизни однозначно,
обзавестись ребеночком тоже хороший такой аспект. Поэтому посмотрите, львы первой декады, если в вашей жизни что-то разрушается, что раньше было и вам таки классно нравилось, то сейчас все-таки придет Нептун. И уже с весны 2026 года Нептун будет идти по Овну и делать трина. Это благоприятный аспект, все-таки не разрушающий ко львам как раз-таки первой декады. Сейчас вы спросите меня, что про львов второй декады. Ребят, расскажу. У вас истории, сценарий не такие жесткие, как у львов первой и третьей декады. Ну, то есть не будет таких очень много обстоятельств. У вас, знаете, такое ощущение, не ощущение на самом-то деле, у вас будет ощущение каждое полнолуние, как будто жизнь меняется и заставляет прямо-таки резко что-то менять. Как будто вроде ничего не происходит, но подсознание, интуиция заставляет вас что-то двигать, что-то менять. Рассказывать буду подробнее. В целом, если мы говорим про львов второй декады, эта история, конечно же, вы будете ощущать все полнолуния, которые будут, как раз-таки проходят. И вот сейчас коридор затмения у нас, тем не менее, заканчивается, да, но у вас такое внутреннее состояние двигаться вперед. И опять же, у нас очень сильно будет весь октябрь идти как раз-таки Марс. Но Марс будет в Скорпионе, очень много чего будет в Скорпионе. Вот эта история плюсом. Еще ретроградный Меркурий у нас, конечно же, да. Сейчас я договорю про львов второй декады. Все вот это добро и Меркурий, который до ретроградности будет идти в Скорпионе, и вся эта история, понимаете, у вас такой большой, мощный вопрос договориться. Здесь коммуникация, здесь взаимодействие. И да, ретроградный Меркурий тоже будет на вас влиять. Договориться в отношениях, в любовных. Переходите ли вы на новый уровень в отношениях, либо же вы боитесь. А, Помните ли вы второй декады все свои страхи, переживания и волнения, все, что с вами происходило в жизни, мелкие недоразумения, пакости, какие-то ссоры непонятные, все, что происходило летом, пока Лилит была во второй декаде как раз-таки Скорпиона, это была квадратура ко львам второй декады. Смотрите, это как раз-таки лето 2025 года, ну, плюс коридор затмений еще вот сейчас сентябрьский, да, 3 недельки, но все же, посмотрите, что было. Почему вы стояли на месте? Потому что когда у нас аспект Лилит, это М, мы всегда останавливаемся в своих движениях. Нас как будто что-то останавливает, но на самом деле это на подсознательном уровне наши страхи. И здесь наше такое львовское начало останавливается, и мы словно не движемся вперед, словно мы остановились и выжидаем, смотрим. На самом деле мы боимся осмелиться на какие-то очень важные части нашей жизни, оно в нас было, оно в нас сидело, и вот сейчас как раз-таки в этом октябре оно начнет выходить наружу, да, потому что, ну, оно и сейчас бы, конечно, вот уже в сентябре можно, да, но вот кто в сентябре себя проявил, кто в сентябре себя проявил, да. Вообще очень хорошее время будет и для любовных отношений, и для финансовых действий, потому что здесь, конечно же, Марс будет в Скорпионе, да, делать такую вынужденную квадратуру, Меркурий. Как будто, знаете, обстоятельства специально будут нас подводить к тому, чтобы мы договаривались, начинали зарабатывать больше, начинали крутиться, начинали брать вот эту историю такую гораздо сложнее. И, конечно же, послевкусие от Лилит всегда у нас составляет такой осадочек упущенных возможностей. Да? Вы смотрите по Солнцу или же вы смотрите по асценденту. Если по Солнцу вы смотрите, тогда это у вас еще и внутреннее такое чутье, потому что ну, Солнце дает нам такие силы. Если вы смотрите по асценденту второй декады льва, да, то здесь ощущение, будто в обществе что-то меняется, но мы не можем на это повлиять. Нас это раздражает, нас это пугает, потому что Лилит, то есть это не Лилит сеет страх и панику, нет. Это аспект мне показывает, что у вас в этот период времени вот были вот такие моменты, вопросики,
когда особо не было принято каких-то решений и действий не было осуществлено, да, но желание было. То есть вот так это, ребят, понимаете, да? Я надеюсь, нормально объяснила. Сейчас буду рассказывать. Я вот так вот быстренько рассказала про все те моменты взаимодействия, которые ждут нас этой осенью. Осень будет яркая, осень будет мощная, и основная наша история буквально-таки сегодня, когда заканчивается коридор затмений 22 сентября, когда у нас начинается как раз-таки осеннее равноденствие, очень мощный такой день. У меня, скажем честно, и техника сбоит, и очень сложно дается запись именно этих гороскопов, просто не идет. Я по 5 по 6 раз начинаю сначала и понимаю, что мне вообще ничего не нравится. То есть, понимаете, да? И это такая абсолютно нормальная история. И эта осень, особенно с октября события, октябрь и ноябрь, это та история, которая нам говорит, не сдаемся, просто продолжаем это делать. Это нужно для того, чтобы выработать в нас терпение, для того, чтобы убрать с нас ложную панику, чтобы понимать, что мы с этим справимся. И новый уровень, конечно же, от Урана. Уран можно, если разложить, да, мы можем проживать любые аспекты, любые события по высшим этажам или по низшим, да. Ну, то есть это история того, что мы либо поднимаемся выше, то есть мы прекрасно вот так, если честно себе берем, да, львы. Львы – это максималисты. Давайте прямо таки честно, хочется жить очень хорошую, яркую, интересную жизнь, неважно, по солнцу, по асценденту, вообще без разницы, как вы меня смотрите, вы хотите все самое лучшее, да, честно, так. Кто честно себе может в этом признаться, уже полдела сделано, да. То есть если вы объективно понимаете, что вы вот живете ту жизнь, которую вы хотели бы явно улучшить, то, ребята, нет никакого приема, кроме как начинать делать. Да, берем себе четко, выписываем в планер, что мы хотим, как мы хотим видеть свою жизнь, как мы хотим вообще, в принципе, эту жизнь прожить, насколько мы хотим, чтобы она была яркой и интересной. Если лев живет неинтересную и неяркую жизнь, тогда не имеет вообще смысла много чего, да. Я здесь не про бесконечные тусовки, я про внутренний смысл. Истинный лев – это история большой семьи. Именно вы создатель этой семьи, да. Неважно, мужчина вы или женщина меня смотрите, да. Истинный лев – это создатель своей жизни, создатель своего бизнеса. Так от львов первой декады именно это и требуется сейчас, да. От львов второй декады требуется создание отношений, коммуникации, научиться договариваться этой осенью. Львы третьей декады, ну здесь, ребята, у вас очень сильные такие мощные цели в том числе. И здесь не просто такой, знаете, простой, не просто такая история, а здесь завершение всего старого. Завершение всего старого, обнуление. Мне часто пишут, спрашивают, Женя, что значит попрощаться со старым? Я не говорю о том, что нужно сейчас попрощаться со своей жизнью и сказать, вот мне все надоело, там брак, отношения, которые длятся долго, да, и вы прекрасно понимаете, что это ваша любовь всей жизни, и вам здесь классно и хорошо, но сейчас наступил какой-то кризис. Или работа, которая приносит вам стабильный достаток, и вот сейчас что-то случается и приходят резкие изменения. Здесь история, конечно же, про то, что нужно в голове своей что-то поменять и понимать, что вы не видите всей картины движения вперед. Понимаете, о чем я говорю? И эта тема такая очень важная, потому что если будут завершаться какие-то старые проекты, значит, будет высвобождаться время и силы для нечто нового, что вы всегда боялись попробовать, потому что это уран. Уран заставит нас вообще, уран заставит нас вообще этой осенью посмотреть по-другому, нестандартно решать ситуации в условиях, когда мы не готовы где-то, где-то мы растеряны, где-то мы не умеем жить по-новому настолько. Скажем честно, мы вот все здесь взрослые люди, меня в основной своей массе смотрят реально такие взрослые люди от 35 и выше, да, то есть 2 десятилетия от 35. Молодое поколение меня не очень-то любит и смотрит, очень мало меня смотрит от 25, очень мало, потому что подход не тот, потому что у них еще есть родители, которые им позволяют жить ту жизнь, которую они сами не жили, то есть в смысле родители, да, как я всегда люблю говорить, мы, поколение, у которых ничего не было, создали поколение, у которых все есть, но им ничего не хочется. И это такая, знаете, фраза, о которой нужно подумать.
Дорогие львы, подумайте на эту осень, чего же вам хочется. Я начинаю каждый месяц вот так быстренько на каждую декаду рассказывать, что у вас будет, потому что он будет у каждой декады свой, нюансы, финансы, покупка недвижимость, становление бизнеса, любовь, брак. Ну, то есть здесь очень много таких моментов будет, когда если мы понимаем, насколько мы можем это скорректировать, у нас это хорошо получается. И да, у нас сегодня-завтра заканчивается коридор затмения, открывается новый лунный цикл. И новый лунный цикл в Деве максимально приземленно. Ответьте себе честно на вопросы, что я хочу от своей жизни. Достаем планер, пишем и решаемся. Перестаем решать, думать, сомневаться, просто начинаем делать. Новый лунный цикл говорит нам в прямом смысле: ребята, давайте сделаем со своей жизнью нечто красивое. У нас сейчас, кто уже смотрел недельный гороскоп на небе, потрясающие на это аспекты. Здесь, конечно же, эти аспекты очень хороши для приобретения недвижимости. Прямо сейчас это для львов таки первой декады. И если вы сейчас находитесь в том состоянии, когда что-то у вас дома не так, какие-то неполадки, потому что оппозиция Плутона еще может давать какие-то экстренные ремонты дома. Подумайте, может быть, вам этот дом не нужен, может быть, вам нужен новый дом, может, вы хотите резко поменяться, и это вопрос, который имеет место быть. Понимаете, о чем я говорю? И эта история снова вернется. И если не сейчас, то она вернется в феврале 2020, да, 2026 года, ребят. Но уже в январе вы начнете об этом прямо-таки думать, 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 собирать. Это львы первой декады. О чем еще хочу сказать? Львы третьей декады. Сейчас у нас на небе финальная неделя сентября. У нас на небе для вас, ну, звезды подготовили. Венера в квадратуре с Ураном. Будьте аккуратны в отношениях, не ругайтесь, не ссорьтесь. Можно легко выйти из отношений. Буквально 4 денечка еще осталось. И вы скажете себе, что это вообще было. Так действует Уран, когда нам кажется, что наши нервы уже вообще не способны обрабатывать всю вот эту дичь в прямом смысле, всю эту странную информацию, да, которая от нашего партнера идет, или нам кажется, что мы уже что-то несем. То есть подождите, подождите. В октябре уже не будет вот этого аспекта и все. Если у вас дикое желание потратить деньги, резко куда-то вложитесь, остановитесь, львы третьей декады. Точно так же может работать Венера-Уран. Будьте аккуратны в своих финансах, в своих тратах. Львы второй декады, если вам хочется во что-то вложиться, во что-то потратить, то знаете, какая история здесь? Здесь главное, чтобы это не было подсмотрено у кого-то. То есть если это реально ваша цель, и если это не из страха, желание остаться не у дел, то есть если вы реально четко понимаете, что это ваша история, и это про вас, конечно же, приобретайте, покупайте, решайте жилищные условия, улучшайте их в том числе. Хорошая история для того, чтобы финансовую себе площадку тоже выстроить. Очень хорошая история, потому что ваш управитель Солнце и Луна, и Солнце и Луна находятся в оппозиции с Сатурном. Здесь только эмоции могут вас отделять от вашей составляющей, от вашего плана по жизни, плюсиком, потому что уже комментарии были, да. Здесь оппозиция Сатурна и Нептуна. Сатурн дает желание стабильности, желание, чтобы все было у нас хорошо, четко, как надо, по плану, по графику. Нептун дает желание пострадать, попричитать, куда-нибудь резко уехать, эмигрировать, либо напиться и забыться, уйти в депрессию, зависимости, измены в том числе, лежать, ничего не делать, страдать. То есть понимаете, какой разбег? Они находятся вместе. И Солнце и Луна, два ваших управителя, дорогие львы. Второй декадой вообще управляет прям-таки Солнце, да. Чем отличаются вообще все львы? Если вы по Солнцу родились, да, и по Солнцу, по асценденту, там неважно вообще, кто управляет, по Солнцу, потому что по Солнцу у нас есть, почему я всегда говорю, смотрите по Солнцу, ну, асцендент это такой, если у вас, конечно, вы располагаете большим количеством времени смотреть мои часовые, да, выпуски, но по Солнцу, Солнце это вот
вот наше солнце, вот здесь, в груди, это наше сердце, в прямом смысле, да. То есть даже астрологически, если мы рассматриваем наше тело, то солнце это наше сердце. Вот здесь оно у нас сияет, вот здесь вот оно работает, да. Пока мы живем, пока мы дышим, у нас есть вот эта вот сила мощная побороть все. Главное найти правильную мотивацию. Вот сейчас мотивация может быть сбита. Можно вот куда-то захотеть сбежать от вот этой ответственности, да, потому что Сатурн бывает поддавливает сильно. И здесь просто будьте аккуратны. Плюсом это я сказала про львов второй декады, да, дорогие. Не сбивайте фокус своего сознания на вот эти раздражители. Понимаете, что у вас сейчас могут быть разные эмоции, да. Вот точно так же захочется выйти вот из отношений и сказать, все, мне это все надоело, мне это все как-то не оно. Что хорошо делать для львов второй декады? Точно так же сейчас и Солнце, и Луна находятся в потрясающем трине с Ураном, потрясающем трине с Плутоном. И это просто классная история того, чтобы начинать нечто новое, как-то новые проекты запускать, как-то где-то договариваться, лазейки искать. Если вы мне скажете, да, Женя, я уже все это испробовала, я уже много раз этого делала, хайповать тоже можно, на волне успеха тоже можно быть, выходить на публику тоже хорошо. У нас с вами целый месяц весовский, когда нужно, наоборот, выходить на публику, говорить, строить вот эту публичность, налаживать связи, контакты, коммуникации. Львы второй декады 100% это нужно все делать. Я не скажу, что львам первой и третьей декады это делать нельзя, но у вас более такая мощная история, не просто коммуникация, у вас прям такие должны уже быть результаты, потому что здесь у нас и финальная неделя сентября, Марс в квадратуре с Плутоном. Дорогие, если вы смотрите мой гороскоп с прошлого года как минимум, потому что в прошлом году у нас была оппозиция Марса с Плутоном. Это ноябрь 2024, осень силы, там был гороскоп. И это конец апреля 2025, там тоже была оппозиция. А вот сейчас квадратура, когда нам уже нужны четкие результаты. В оппозиции мы обычно вот как-то вот договариваемся, вот энергия от планеты идет от одной то к другой. То здесь у нас квадратура, которая четко заставляет нас так, я нацелен на эту сделку, мне нужно это сделать. Здесь главное внутреннюю силу таки внутри понимать, потому что Марс пока у нас на сегодняшний день находится в весах, а завтра он у нас уже будет в Скорпионе. И на ближайший месяц Марс у нас будет в Скорпионе. А это наша сила воли, наша хватка, большие деньги, связи, цели, очень сильные люди. И эта история, представляете, работает и на львов, и на первой, и на третьей декады. То есть, ребята, договариваемся очень мощно и не пасуем. То есть понимаете, о чем я. Вот на таких началах мы начинаем эту осень и плавно идем в октябрь. Одно из мощнейших событий октября это, конечно же, у нас полнолуние. Полнолуние у нас 6 октября. Полнолуние активное, я бы сказала, агрессивное. Не просто, я бы так сказала, оно в Овне. Конечно, оно агрессивно. Это еще история творческих начал, это еще история больших движений. Но перед полнолунием у нас Луна, конечно же, прокатится по Сатурну в соединении с Нептуном. И эта история такая очень сильная на момент полнолуния у нас Луна будет в потрясающем гармоничном аспекте с Плутоном. Плутон будет в квадратуре с Меркурием, то есть нужна деловая хватка, нужно договариваться, нужно не сидеть на месте, не пасовать. Это львы первой декады 100%, это львы третьей декады тоже. Львы второй декады вы максимально прочувствуете полнолуние. Это как раз-таки тот, знаете, триггер ваших отношений. Вам хочется выйти из отношений, вам захочется все бросить, либо наоборот партнерство вступить в отношениях, да. Это могут быть как и деловые отношения, так, конечно же, отношения и в личной жизни. То есть здесь нужно эту историю таки понимать. Естественно, рациональный подход будет очень даже уместный, потому что у нас Венера как раз-таки последнюю неделю
сентября еще только подкатывалась, и вот в октябре с самого начала подкатилась к южному кармическому узлу все это добро в Деве. И здесь рациональный подход. Рациональный, четкий таки подход, какие мы хотим, чтобы были у нас отношения, и как мы себя ведем в этих отношениях прежде всего. Потому что мы всегда о себе притягиваем таких же людей, какими являемся сами. Ну, то есть не бывает такое, что мы вот такие лапушки, а нас все как-то вот выводят из колеи, нас всех заставляют таки изменить свою точку зрения, нас все продавливают, то есть это вот такая история. Нет, ребята, мы всегда себе по силе равных находим и встречаем. Просто мы себе где-то говорим, что мы не такие, но на самом-то деле такие-такие. Поэтому здесь полнолуние будет очень важное такое триггерить львов второй декады. Большой всплеск эмоций, вам будет казаться, что все вас выводят из колеи. И я не скажу, что это плохо, на самом деле здесь откроются тоже моменты, потому что у нас потом и Венера будет в оппозиции с Сатурном и Нептуном, и эта история очень-очень такая, вот если посмотреть на отношения, да, то есть сейчас говорю ко львам, у кого не строятся отношения. Вот это как раз-таки очень такая понятная история. Когда мы в возрасте 20 лет, мы всегда выбираем себе партнера, в партнеры человека веселого, позитивного, такого тусовщика или тусовщицу, да, то есть нам хочется, чтобы вот было вот здесь все классно, весело, хорошо, чтобы нравилось, да, главное. Но мы при всем при этом не думаем, как мы будем при всем при этом платить по счетам, если мы будем постоянно тусоваться, как вообще у нас с ответственностью, если в нашей жизни что-то такое случится, и когда, как правило, наступают какие-то кризисы в жизни, да, очень часто вторая половинка не выдерживает нашего неадекватного состояния, и она уходит, там, либо мы уходим, когда нам кажется, что нас не понимают. То есть, и это такая, знаете, абсолютно такая взрослая история. Ответственность и занудство — это причины, да, по которой многие не вступают в отношения, да, там чувство долга, да, как по-разному можно это называть, да. И вторая история — легкость, романтика, вот это вот времяпрепровождение такое, которое в случае каких-то кризисов и проблем не дает нам никакой фундамент для жизни. То есть нет слов поддержки, допустим, даже просто, да, не обязательно, что вторая половинка там заплатит по нашим счетам, хотя это неплохо, и в семьях разное бывает. Иногда в жизни случаются ситуации, когда мужчина резко остался без финансового источника, и если у жены отличная зарплата, почему бы месяц вот так быстро, пока муж эту историю свою не подтянет, потому что у всех случается, да. И если вы замужем, и у вас муж зарабатывает, а вы женщина, которая можете позволить себе быть дома, заниматься бытом, воспитывать детей, а мужчина полностью оплачивает все ваши счета, то есть он абсолютно надежен. Почему бы и да, вообще, почему вот эта модель в обществе стала какой-то странной? Потому что женщина закрывает совершенно все другие моменты, вопросы, которые есть, ну, вообще в семье, в принципе, да, сейчас детей воспитать и вот это вот все, это вообще не бюджетно, а у всех социальная жизнь, да. То есть и здесь, понимаете, вот такой момент, который весь октябрь будет у львов второй декады по большей части вопросики в голове, да, то есть здесь надежность, да, а здесь вот такой романтизм, желание легкости, без напряжения, чтобы вот эта красивая картинка была всегда. Ребят, ну жизнь, как правило, да, как правило, эта история, ну, не всегда красивая картинка. Как правило, когда мы постоянно хотим красивую картинку, мы ни к чему не можем прийти. Это отсутствие какого-либо результата. То есть здесь просто это нужно понять, потому что даже для того, чтобы родить ребенка, нужно очень сильно напрячься. Просто невероятно нужно напрягаться, его вынашивать, а потом нужно нового человека растить. Это вообще напряжение всей жизни. А сам процесс рождения, кому я говорю, да, львам, это вообще процесс такой себе, да, поэтому здесь нужно не обесценивать вообще любые качества, потому что для львов максимальная такая история с занудством — это очень сложная, хотя у львов, в принципе, по
умолчанию есть эта опция терпения, терпение к своим близким, любимым. Главное любить, понимаете? Я всегда говорю, львам нужно любить. Если львы не любят, все, пиши пропало. То есть любое терпение, все можно пережить, но если львы не любят, нет вот этой вот искры, искренности, да, то невозможно выстоять кризисы и трудности, понимаете, я о чем говорю. Вот эта история очень сильно будет у львов второй декады, вот весь октябрь. На весь октябрь, ноябрь будет история другого характера, да, потому что эта история еще будет конвертировать в партнерство в деловое, но оно уже будет в ноябре отыгрываться по большей части и в декабре у львов второй декады. У львов первой и третьей декады рекомендации, конечно же, про отношения. Это та же самая история выбора. То есть что мы выбираем? У вас просто выборы гораздо сильнее, и здесь у вас, конечно же, Плутон, который вообще ни разу не добрый, все это добро в Скорпионе, да, для на львов третьей декады, тоже так себе из малоприятного, но с этим нужно тоже максимально честно себе признаться. Почему я говорю про отношения? Потому что, дорогие, Скорпион это партнерский знак, и там отношения на максималках, страстные такие, прям почти на бизнесе основанные, но у львов-то хочется по любви, понимаете, львы третьей декады, у вас вот такая история. Львы первой декады, у вас история чуточку попроще, если бы вот не Плутон, понимаете, если бы вот не Плутон, который в оппозиции с Водолеем. Ребята, идем дальше. Третья неделя, четвертая, третья неделя, да, с 14 октября у нас как раз-таки Плутон, которого, вспомнишь, вот он уже и появился. Он выходит из ретроградного движения. И вот здесь у нас, ребят, начинаются, скажу, такие очень интересные моменты. То есть здесь могут остановиться все очень сильные планеты, ни капли паники не нужно. Проекты могут остановиться в работе. Нам будет казаться, что мы выжидаем, потому что у нас еще в этот момент точная оппозиция Венеры с Нептуном и Сатурном. Понимаете, о чем я говорю? Это 14 октября. Плюсом еще и в этот день у нас еще и Луна в оппозиции с Плутоном. То есть эмоции будут такие зашкаливать. Луна во Льве, между прочим, уже, да. Поэтому здесь сильный день. Нужно просто морально эту осень научиться выдерживать. То есть понимать, что эти кризисы, которые сейчас с нами происходят, изменения внешние, мировые в том числе, не для того, чтобы нас потопить, а для того, чтобы мы выработали свой характер и поднялись выше. Потому что в мире будут происходить разные сценарии в ближайшие несколько лет. Вообще, в принципе, у нас такие простые времена без событий, без событийности, они у нас закончились, ребят. Поэтому здесь нужно таки эту историю понимать, и нам не даются никогда обстоятельства и события, с которыми мы не можем справиться. Эту простую истину себе поймите и идем дальше. Да, с 14 октября у нас момент такой мощный финансовых сделок. Это для львов первой декады. Очень хорошая история финансовая, очень хорошая история переездов, начало творческого, начала в том числе, креативные проекты, запуски нового обязательно. Мы ни в коем случае не пасуем, не расслабляемся, не уходим в какие-то моменты. Начинаем делать, и каждый раз все сильнее, все интереснее. Делаем работу над ошибками, и хорошо. Львы второй декады, дорогие, я про вас рассказала. Львы третьей декады, в том числе, ребята, у нас эта неделя такая мощная и интересная, и мы плавно движемся к 20 октября. 20 октября у нас очень такой сильный денек у нас на небе. Начинает складываться очень интересная оппозиция, которая себя, конечно же, проявит еще на ваши дни рождения, дорогие львы. Это Юпитер в оппозиции с Плутоном. То есть, если вы почитаете где-нибудь там интернет, да, там будет написано везде аспект миллионеров, миллиардеров. Это Юпитер в трине с Плутоном. Это вот такая вот история красивая, потому что про нее можно красиво рассказать. Не любят писать про оппозицию. Оппозиция это чуточку посложнее. Когда мы выдерживаем на самом-то деле, если вы сейчас покопаетесь в историях «Мир больших денег»,
то вы поймете, чем больше сумма, которую вы зарабатываете в месяц, тем больше нужно выдерживать какие-то форс-мажоры, срывы, нестандартные ситуации, быть к этому готов. Просто закон финансов, и в астрологии, кстати, точно так же, вы спрашиваете, Женя, когда придут деньги? Аспект на приход и на уход денег – это один и тот же аспект. Вот сейчас рассказываю вам такую историю, да, и это правда так. Но если мы напрягаемся сильнее, то, естественно, от нас деньги уходят, но приходит их гораздо больше. То есть мы из минуса делаем плюс. Понимаете? Ну, то есть это и математика в том числе, да. То есть, если мы ничего не делаем, то это тогда просто уход денег. Поэтому я, когда вижу в транзитных картах, говорю, ну, вот здесь планируете работать? Да, как раз собираюсь запускать проект. Я говорю, вот нужно прям на максимум, чтобы денег было больше в итоге. И реально. То есть это аспект, когда мы можем влезть в долги, а это аспект, когда мы можем очень что-то грандиозное, потрясающее сделать. Это львы первой декады, ребят, львы первой декады. Очень сильно мощно. То есть сейчас такая далекая оппозиция будет работать с нами 1,5 месяца, стоять на небе, да. Повторится она это июнь и июль 2026 года. Там будет точная оппозиция на большие деньги. Но это лето. Как правило, летом мы всегда расслабляемся и хотим говорить, Женя, ну какой гороскоп? Ну я хочу в отпуск. Понимаете, о чем я говорю, да? Потому что основная философия, когда у вас есть деньги, вы отпуск себе можете позволить в любое время, понимаете, дорогие? Что нужно львам? Львам нужно построить свою комфортную жизнь, потому что следующее лето у львов вообще будет очень сильно мощным. Там все планеты, там кармические узлы, там движение и состояние того, что как-то посидеть, расслабиться, так там у вас будет адреналина столько, что нужно такие все свои лучшие идеи в мир пустить, понимаете? И это вопрос, который, если вы занимаетесь этим, то у вас обязательно будет плюс, минуса не будет. Поэтому я, собственно, и забегаю вперед, ребят. Вот, это про аспект этот рассказала, будет очень хорошо наработать на львов первой декады, потрясающе. У львов третьей декады эта история работает немножко по-другому, через обнуление, через Уран. Помните, я еще летом, в это лето записывала гороскоп, говорю, у нас на небе такая большая мощная конфигурация, где высшие планеты находятся в благоприятных аспектах, и это золотое правило астрологии. Если у вас запускает хоть один аспект, попадает в ваше Солнце, то у вас запускается вся вот эта конфигурация. Это реально так работает. То есть запускается событийный ряд, и это, как правило, очень много событий сразу складывается. Это как раз-таки из серии, когда, Женя, почему вот я начинаю что-то делать, у меня сразу столько всего случается. У вас просто запустилась астрологическая конфигурация аспектов, то есть это не одно событие, а здесь может быть раз, два, три, четыре, 5 событий сразу случаться, происходить. Как, конечно, какой-то вы можете пустить там на вялотекущую такую историю, да, но в целом то есть это всегда множество. И мне всегда говорят, это что за вечеринка? Я говорю, так это же фейерверк событий. То есть на эту вечеринку нельзя не пойти. То есть в ней нужно обязательно участвовать, потому что если мы не участвуем, тогда другие люди решают, что делать с нашей жизнью. А нам так не нравится. Мы, собственно, все гороскопы-то и смотрим, да, для того, чтобы сами свою жизнь направить, как нам хочется. Так вот, у львов третьей декады, еще раз говорю, не бойтесь отпустить все, что вам страшно, вы переживаете. И вот у нас как раз-таки 20, 21, 22, 23 октября. Здесь можно по пальцам пересчитать. Давайте я в месячном гороскопе это все расскажу, но у нас здесь запускается вот это как раз-таки оппозиция, да, на большие хорошие деньги. Здесь у нас Нептун из Овна возвращается ретроградный в Рыбы. Здесь у нас еще 23 числа Солнце переходит как раз-таки скажите мне, в знак Скорпиона. 21 у нас новолуние, начало нового лунного цикла, оно в весах, понимаете, о чем говорю? То есть весь месяц нам нужно будет договариваться, но договариваться на таких мощных началах, сильных скорпионих, потому что буквально день-другой, и все личные планеты у нас будут в Скорпионе. Кроме Венеры, она тоже подтянется. И о чем здесь еще, да? Плюсом у нас Уран встает в оппозицию к Лилит, к Меркурию, который еще не ретрограден, да, он
с 9 по 29 ноября уйдет в ретроградное движение, поэтому мы понимаем, что мы уже в конце октября берем на карандаш все вопросики, коммуникации, договоренности и тому подобное, а также всех поездок, путешествий. То есть эта история может нам реально показать, что как-то нестандартно все будет проходить, потому что если есть оппозиция Урана, то вы у меня помните, что Уран не всегда дает нам тот самый результат, на который мы рассчитываем. Результат может быть как и лучше, так и хуже. Все зависит от других методов прогноза ваших, да, то есть нужно смотреть, может в целом наоборот вам нужна вот эта максимальная такая встряска для того, чтобы вы нечто важное в своей жизни поняли и наконец-то встали на ту самую лыжню, да. Транзиты это не самый идеальный метод прогноза. Он, конечно же, работает, но еще есть другие методы, которые складываются, да. И я владею не одним методом прогноза. Вот, идем дальше, ребят. А, Рассказала про, последнюю неделю, да, октября, то есть начало 20 чисел. И здесь таки история у нас, да, плюсом еще Солнце не просто в Скорпионе, оно в квадратуре с Плутоном, в квадратуре с Юпитером. То есть здесь мы реально таки в этом новом лунном цикле понимаем, а чего же мы хотим на максимум. То есть, понимаете, у нас такой конец сентября, начало октября, это такая прям таки раскачка, чувствуете, да? И вот здесь у нас подходит вот конец октября и ноябрь. Да я еще ноябрь не начала перечислять. Идем дальше. Но тем не менее, ребят, мы совсем справимся. На первая декада Львов, вы прекрасно понимаете, чем вам нужно заниматься, да. То есть здесь мы не пасуем, не сдаемся, не переживаем и уж вообще ни разу никак не страдаем. Львы третьей декады, здесь максимально коммуникация, здесь максимально поднимаем свою планку и понимаем, что если что-то из нашей жизни уходит, значит, ну, пора прощаться. То есть, как правило, это должны быть наши установки. В каких-то моментах мы не можем пойти вперед, потому что паника и страх, и Лилит в прямом смысле об этом говорит. С этим разбираемся и идем дальше. Львы второй декады, я, мне кажется, про вас уже и так достаточно сказала эту историю. Но, ребята, у вас здесь коммуникация, у вас здесь любовные отношения, как раз-таки Венера во второй декаде весов, и это потрясающий аспект, чтобы разобраться в любовных отношениях. Здесь, конечно же, у вас могут быть абсолютно и точно, если вот вы не с претензией заходите в свои отношения, потому что здесь может такая история включиться в начале ноября, как раз-таки у львов второй декады в отношениях. Постарайтесь понять, может быть, вы не правы в отношениях, где-то, может быть, вы не понимаете, да, в любовной истории. Если есть дикое желание распылить деньги, будьте аккуратны, не надо так делать, потому что Венера в квадратуре с Юпитером, это когда мы тратим по прихоти на бренды, на очень такое дорогое, чтобы кого-то вот прям пыль в глаза пустить, но пройдет время, и вы поймете, что вы просто потратили свой ресурс, и деньги это не просто деньги, а деньги это наши физические силы, то есть это фактически наше здоровье, это наше тело, наш организм. Мы в какой-то период времени что-то определенное делали, зарабатывали деньги. То есть нужно начать это ценить. То есть это история про ценности. Понимаете? Здесь сила в коммуникации, сила в договорных отношениях, опять же, в конце октября запускается и никуда не девается у львов второй декады. И вот мы в ноябре, мои дорогие. При этом, при всем, вы мне скажете, Женя, что так много аспектов? Я вам скажу, при этом, при всем у нас точная оппозиция Марса с Ураном. Я обычно называю это аспект неадекватности. Если честно, да, то есть это, как правило, те обстоятельства, которые нам не очень нравятся, либо нас триггерят люди, которые создают эти нестандартные, необычные ситуации, ненормальные. Это, как правило, истерики, это, как правило, ссоры. Плюсом здесь еще Марс в Скорпионе, Уран в Близнецах. Это такая, знаете, история, когда мы пытаемся такие очень много взять, но при этом безответственно ничего не дать. То есть это вот такая история. И люди, которые у нас по жизни с нами вот в эту игру играют, они очень тоже заинтересованы на то, чтобы вывести нас на эмоции, да. Поэтому здесь история вот такая. Максимально адекватно нужно себя вести. Нужно быть максимально адекватно за рулем, себя вести, потому что желание вот этой вот такой игры, оно может быть чревато. Не нужно так делать. Будьте аккуратны, и вообще весь ноябрь будьте аккуратны за рулем, все, что вы говорите, все, что вы делаете, перепроверяйте документы в том числе, потому что желание вот такого хайпа будет очень классное, да. У нас, если мы начинаем с начала ноября,
с начала ноября у нас точная оппозиция Марса с Ураном. Максимально хорошо этот аспект прорабатывается. Конечно, тут еще в конце октября была оппозиция Урана с Меркурием. Это про ту же самую внимательность за рулем в коммуникациях. Очень хороший, кстати, аспект на освоение сложных знаний. И у нас Меркурий переходит в знак Стрельца. То есть если у вас какие-то международные поездки, переговоры, иностранные языки хотите выучить, прекрасно для этого время. Особенно если давным-давно хотели, ретроградный Меркурий у нас начнет свое движение в Стрельце. С 9 ноября и до 20 ноября он будет у нас в Стрельце, то есть ретроградным, в оппозиции с Ураном. Хорошо будут ложиться сложные знания, тяжелые, какие-то заграничные, иностранные языки. В поездках будьте аккуратны, потому что там еще и Марс рядом, пока он еще не откатился, да. То есть вот такая история, но при этом очень много страхов у нас появится в течение всего ноября, потому что Уран встанет в точную оппозицию с Лилит, она просто еще не подкатилась, да. Так вот, что еще? 5 ноября у нас для всех полнолуние. Полнолуние у нас в Тельце, полнолуние в Тельце, когда мы максимально понимаем, довольны мы или нет. Вот максимальное недовольство прочувствуют как раз-таки львы второй декады. Максимальное недовольство качеством своей жизни. То есть вот такая вот история, ощущение выживания, потому что здесь ось Телец и Скорпион. Хочется комфорта, хочется расслабиться по Тельцу, хочется вот прям таки лечь, сказать, как мне все это надоело. Скорпион, Солнце в Скорпионе. И здесь, конечно, максималист внутри скажет, нет, надо продолжать пахать, нужно прям-таки выгрызать свой лучший кусок пирога. И я абсолютно с этим соглашусь, дорогие. Не время вообще сдаваться. Когда у нас ноябрь был месяц, когда мы могли позволить себе расслабиться. Ну вот, с учетом того, что это один из таких, ну вот здесь вот Уран добавляет прям таки неадекватности, да, то есть экстренные ситуации, что-то где-то резко, быстро будет идти не так, как мы планировали, потому что основное свойство Урана это обнуление. Обнуление коммуникации, обнуление там, интернета, обнуление связи, соцсети. И у нас же Уран-то будет бушевать еще не просто сейчас, еще и в декабре. То есть это история с Ураном, которая никуда не уходит. Потом Уран у нас весной 26 года меняет знак. То есть у нас сейчас вот эта нестабильная ситуация, неважно в какой части планеты, ребята, мы живем, она будет везде. То есть это просто нужно таки понять, куда бы мы ни приехали, да, где бы мы ни жили. То есть нам везде будет казаться просто вот на вот определенный период времени в наших с вами жизнях у кого-то по-разному, да, влияют вот эти как раз-таки аспекты нестабильности. Максимально эта нестабильность будет влиять, конечно же, на львов третьей декады. И, ребята, здесь, конечно же, запасаемся терпением, попкорном и тому подобное. На львов первой декады влияет все-таки в гармоничном пока аспекте, но у нас после 5 ноября, после полнолуния, да, что нужно сделать в это полнолуние? Просто максимально осознать, что нужно сделать для того, чтобы достичь свою комфортную жизнь. Нужно что в ней делать такого, чтобы вам нравилось, ради чего вот так достигать чего-то, к чему-то идти, к чему-то стремиться. Сейчас очень мне уже на Водолее накидали комменты, что кому-то наоборот нравится вот это вот мое забегание вперед. Я на самом-то деле тоже считаю, что, ребят, у нас трудности это всего лишь трудности для того, чтобы мы поменяли какую-то в себе мысль, с которой нам сложно живется. То есть мы обо что-то убиваемся, головой бьемся, да, и мы не можем понять основную историю, а нужно немножечко скорректировать, да, научить отдыхать, расслабляться. Телец, Скорпион – это ось, когда нужно дать себе время для отдыха, но при этом нужно таки понимать, уметь планировать свою жизнь, да, уметь давать волю чувствам, уметь видеть другую сторону, потому что Скорпион – это партнерский знак, и здесь в одного очень сложно. Телец это тоже можно, телец можно сказать, что знак одинокий. Нет, тельцы очень тяжело переживают разрыв вообще в принципе. То есть это такая история, в которой нужно таки понимать, что комфорт, к которому привыкает человек, очень сложно распрощаться. Это такие мысли, да, вот этого полнолуния, Тельцовско-Скорпионе, они будут очень сильно влиять на львов второй декады. Вот эту историю просто в голове у себя поймите, ребята, идите дальше. И что, у нас сразу после этого полнолуния запускается
там буквально 7, 8, 9, да, у нас как раз-таки возвращается Уран 8 ноября в Тельца обратно. То есть здесь, конечно же, львы третьей декады, все, мы включаемся, когда события начинают резко происходить, те, которые мы не любим. Это львы, последние 5 денечков знака льва, то есть там 18, 19, 20, 21, 22, может быть 23 августа, если вы родились, да. То есть вот такая история. Это именно на вас вот такое влияние. Но при всем при этом, ребят, я хочу сказать, что на небе очень много гармоничных сейчас аспектов, несмотря на то, что я вот это вот все говорю, да, вот где как бы себе тростиночку положить, на небе очень много аспектов, как раз-таки прорваться, делать много. Это прямо-таки конфигурации, которые заставляют нас не спать. Не спать, а делать много для того, чтобы улучшить качество своей жизни. Договариваться, делать так, чтобы и себе было хорошо, и тем людям, с кем мы договариваемся. То есть сила в людях в этом ноябре в том числе. И эту основную философию таки нужно понимать. Плюсом у нас 9 ноября включается ретроградный Меркурий, он уже в Стрельце, но понимаете, что у нас ретроградный Меркурий будет агрессивный. Не потому, что это стрельцовская такая огненная история, нет, потому что у нас ретромерк в соединении с Марсом будет идти, да, и плюсом еще в оппозиции с Ураном. То есть это нестабильная коммуникация, связь, да. Будьте аккуратны еще раз за рулем, в документах, в договорных отношениях. Если вы себе что-то спланировали, проверяйте, потому что Уран всегда вносит коррективы, перепроверяйте. С 9 по 29 ноября момент ретроградного Меркурия. 19-20 ноября он возвращается в Скорпион и будет в оппозиции с Ураном. То есть и здесь уже другая сила, другая мощь, другая совершенно коммуникация. Ну и, конечно же, да, у нас в это время на небе еще и Венера в квадратуре с Плутоном. Что может давать нам большего азарта и коммуникации? Конечно же, да, это когда наши любовные отношения начинают давать брешь. Ну, то есть это то абсолютно, на что мы не планировали вот в эту историю, казалось бы, да, то есть, ну, у нас еще и в период ретроградного Меркурия еще в любви будет такой можно таки сказать, провал, но нам захочется поругаться. Еще раз говорю, аспект Венера в квадратуре с Плутоном – это аспект, когда мы можем в отношениях давить, а мы можем таки в отношениях сесть, сказать, понять себе, что же мы хотим от этих отношений, и начать со второй половинкой просто отлично в этом мире зарабатывать больше для нашей семьи. Это очень такая хорошая, на самом-то деле, тактика. Кто не смотрел мое большое видео «Любовный гороскоп», в конце ролика прикреплю, посмотрите. Венера с Плутоном – это очень хороший аспект на заработок денег, когда вы понимаете, какая сумма вам нужна для решения ваших финансовых вопросов или жилищных вопросов, имущественных вопросов, вопросов качества жизни, потому что здесь Венера в Скорпионе в том числе, а Плутон в Водолее. То есть ищите варианты, ищите контакты, связи, список, телефонная книга. Ребят, мы идем в ту эру, в тот момент времени, где деньги перестают быть самым важным. Самое важное – это люди. Это самая главная ценность, потому что если в вашей записной книжке будут те самые люди, с которыми вам просто хорошо посидеть, попить чай, с которыми вам хорошо в трудные моменты что-то поговорить, это в 10 раз проще и легче, чем ходить к психологу. Не обесцениваю психологов, да, кому-то они правда очень сильно нужны. Но сейчас просто такая тенденция, я лучше заведу себе психолога, чем выйду замуж, женюсь. Зачем мне это надо? И буду я 5 лет ходить к психологу. Понимаете, о чем я говорю? То есть здесь вот такая история. Здесь нужно таки понимать, да, важность своих действий. Венера, Плутон, аспект больших денег. Идем дальше. Что у нас еще в этом ноябре? В этом ноябре у нас запускается новый лунный цикл, как раз-таки он у нас 20 ноября. Хотелось бы мне, конечно, сказать, что это такая очень легкая и интересная история, но это один из мощнейших лунных циклов. Никуда не распадаются на небе вот эти гигантские конфигурации на то, если мы крутимся, если мы работаем, если мы договариваемся. Кто-то ищет новую работу, как, например, это львы первой декады, кто-то идет в новые проекты, запускает свое дело жизни, покупает свою, в том числе, недвижимость, и это тоже хорошо, никуда не уходят на это аспекты. Львы третьей декады, если вы идете через свой страх, пробиваете все вот эти нестыковки Урана, вот эти все нестандартные ситуации,
то тоже нормальная история. Вы просто продолжаете делать свое дело, и все будет хорошо. И заметьте, новый лунный цикл у нас как бы говорит, что мы до 20 декабря, до 21 прям-таки с этой эмоцией, энергией живем. И я вам правда скажу, что финальные аккорды 2025 года, они вообще такие легкие, скажем-то честно. Но вот этот лунный цикл, который начинается с 20 ноября, он самый сложный из всех осенних, естественно. Кто бы сказал по-другому, да? Так вот, ребята, здесь движемся вперед, здесь не сдаемся. Все у нас с вами на самом-то деле получится. Конечно же, у нас после вот этих мощных аспектов у нас включается еще и Венера в оппозиции с Ураном. И эта история начинает работать у нас таки с 24 ноября, далекий такой аспект оппозиции. И у нас будет стоять целую 10 дней и 4 дня, вот начало декабря и последние числа ноября, они самые сильные. Естественно, что там еще может у нас случиться? У нас заканчивается ретроградное движение Сатурна 28 ноября, и очень хорошо, он потом развернется и пойдет в директное положение, пойдет в знак Овна и будет делать потрясающий аспект на ближайшие 2 года. Сатурн будет идти по Овну и делать потрясающий трин для всех львов первой декады, потом второй декады, то есть это конец 2026 года, Сатурн будет идти по второй декаде Овна и делать второй декаде Львов потрясающий аспект на покупку недвижимости, той самой, которую вы давно хотели, но боялись, стеснялись и думали, что эта история вообще не про вас. И уже в 2027 году Сатурн будет идти по третьей декаде Овна, значит, делать потрясающий трин третьей декаде Льва для того, чтобы как раз-таки мощно развиваться, приобретать то, что вам в жизни хочется. То есть это стабильная работа. То есть Сатурн это про социальный статус, стабильная работа. Кстати, партнерство, замуж, брак и приобретение недвижимости в том числе, потому что у нас на следующий год вот эти же аспекты. Нам главное, как говорится, зиму и весну 2026 года запланировать. Я поэтому, ребята, собственно, вот здесь сейчас это и говорю так очень много, возможно, и долго, и кто-то не справляется с таким потоком, вы попросите меня записать по декадам. Ребята, нет времени записывать по декадам, понимаете? Вот нет его этого времени. Поэтому скрупулезно вот это, конечно, все собираем и понимаем, что сейчас осень, когда мы можем себе обеспечить очень хорошо закрыть все свои вот такие сложные вопросики зимы и весны 2026 года. Лето 2026 года будет поярче, поинтереснее. И вот эти же аспекты мощные, они снова вернутся. Понимаете, о чем я говорю? Но у нас там еще полгода очень мощных таких моментов в жизни, да? И идем дальше. 29 ноября заканчивается у нас ретроградный Меркурий, и очень сильно мы этому рады. Он заканчивает свое ретроградное движение в Скорпионе и будет обратно идти к Лилит. То есть все наши вопросы, где мы не доделали, не договорились, не срослось, не получилось, у нас снова будет стоять на кону, потому что дальше мы с вами плавно идем в декабрь, 4 декабря. У нас полнолуние. Полнолуние в Близнецах. Близнецы – это основной фактор коммуникации. Понимаете, о чем я говорю, да? Это основная история коммуникации. Очень такой мощный, на самом-то деле, эмоциональный день. Уже подхожу к финалу, да? Но декабрь такой очень много напряжения, тряски. Уже у нас Марс в Стрельце, да, и здесь без цели, без плана будет сложно что-либо делать. При этом Марс выстраивается уже с начала декабря в квадратурах к Сатурну и Нептуну. И значит, львы и второй, и третьей декады, ребята, очень сильно активные действия, потому что по интенсивности событий, вот те, которые события, это сейчас говорю львам второй декады, те события, мысли, которые сейчас есть у вас в голове, львы первой и третьей декады, нет, у вас по-другому работает. Это сейчас только львам второй декады говорю, что все те мысли, которые у вас сейчас в сентябре есть в голове, да, все те события, о которых вы думаете, да, они будут еще у вас повторяться в декабре, но уже совершенно напряженнее. Поэтому, понимаете, если вы сейчас подниметесь вот на этот уровень, то в декабре это уже будут новые события, которые вы еще придумаете после, понимаете, о чем я говорю? Потому что мы, как правило, пока не преодолеем одну ступень и другую, не видим дальше, что нас там ждет.
Это честно, честно. Идем дальше. Львы первой и третьей декады у вас на самом-то деле, у львов первая декада, ребята, делайте свой максимальный максимум, да, тавтология, но, по крайней мере, это связано с новым, это связано с ураном, движение вперед. Львы третьей декады, убирайте страхи. Вот прям таки убирайте их в своей жизни для того, чтобы сделать гораздо больше. Львы первой декады, кстати, если вы вот эту историю со страхами, со своими фобиями не переживете, то у нас в декабре Лилит-то меняет знак. Лилит меняет знак, переходит в знак Стрельца и будет делать трин ко львам, к Солнцу львов первой декады. Ребят, поэтому здесь, конечно, не напряженный аспект, как у львов третьей декады, да, вот нас заставляют и все. А здесь будет такой как бы гармоничный, события будут попроще, но тем не менее, это история, которая, ну, такая, она не очень-то приятная, не хочется же, да, первую половину 2026 в таком состоянии вакуумном пробыть, да, а хочется много чего внедрить и сделать. Поэтому здесь убираем страхи, потому что страхи будут останавливать. И, ребята, идем дальше. У нас 11 декабря заканчивает свое ретроградное движение Нептун, и мы этому тоже очень рады. Я хочу сказать, что вот у нас после вот этого полнолуния в Близнецах, да, запускается такое сложненькое время, когда будет трясти, но при этом гармоничные аспекты никуда не распадаются, в том числе, но при этом начинается тряска, потому что мы начинаем максимально приземленно и четко думать, чего же мы хотим. Марс у нас в декабре переходит в знак Козерога, то есть это 15 декабря в середине месяца, и причем он в квадратурах с Сатурном и Нептуном переходит, да, то есть это когда мы начнем таки очень сильно, очень мощно, но это при этом, при всем 15 декабря это точная оппозиция Лилит с Ураном. То есть и нам будет максимально страшно опять что-то делать. Не надо уже, сколько можно, перестаем бояться, начинаем просто внедрять, делать все, что нам хочется. Про каждую декаду, дорогие, рассказала. У львов второй декады. Лилит в этот момент в Стрельце во второй декаде, а значит здесь благоприятно будут решаться для вас вопросы все-таки ваших движений. То есть если вы будете сейчас всю осень вот так вот в себе вот эту историю перебарывать, перемалывать, переделывать то, что вам не нравится, да, и вы понимаете, что где-то вы не правы, где-то вам нужно свою точку зрения поменять в любовных отношениях, понимать, что вам нужно, опять же, сейчас подвожу итог, да, для всех львов. Начну со львов второй декады. И первой, и второй, и третьей. Ребята, берем ежедневник и пишем. И пишем, что же мы хотим. А, Просто таки максимально честно и понятно. То, как мы к этому придем, это уже потом придет осознание. Сначала нужно понять, чего же честно хочется, потому что в декабре уже будет финал, и уже даже спойлер для зимнего гороскопа – это финал. Да? То есть к какому финалу мы придем, декабрь? Это будет наш финал, не просто подведение итогов, на этих эмоциях и энергиях мы проживем конец декабря, январь, февраль, и февральский коридор затмений, и март. То есть это такой будет очень момент времени, либо это будет стагнация, либо рассвет. То есть и максимально много сил у нас сейчас. Сентябрь вообще, как вы поняли, белый и пушистый, да, только наши эмоции, противоречия, мы где-то с чем-то не согласны, мы ворчим, но наше ворчание – это такая история, которая нас тормозит. Убирайте ее. Просто с мудростью философски отнеситесь, что где-то в другой части планеты, что для нас плохо, кому-то это райский рай. Это правда так. То есть мы иногда просто не ценим ту жизнь, которая у нас есть, да. Просто посмотрите, какие ресурсы сейчас есть в вашей жизни, чем вы владеете, какие навыки вы умеете, что вы умеете делать, начинайте это внедрять. С точки зрения коммуникации львы второй декады, львы первой декады, делайте свой максимум, все свои навыки, таланты. Плутон в оппозиции, Плутон это когда нас заставляют наши таланты раскручивать под давлением обстоятельств. То есть вы очень долго, львы первой декады, сидели, ждали, стеснялись и говорили: ой, да я так себе лев, ой, да мне мало надо. И тут вот вас, понимаете, такой вулкан из вас вышел. И особенно, когда Нептун в феврале, в марте перейдет в знак Овна, здесь будет история вообще львов первой декады прям-таки прорвет на поездки, на переезды, на иммиграцию. А для этого всего что нужно? На творческие прорывы, успехи. Для этого что нужно? Деньги. Они у вас есть? Честно. Да? То есть на переезд, там же и Сатурн вместе с ним перейдет, захочется купить себе недвижимость, улучшить свои жилищные условия. На это что нужно? Деньги.
естественно, они у вас есть. Вероятность того заработка зимой очень большие крупные суммы. Трезво, реалистично на землю спускаемся и понимаем. Мы, конечно, в соцсети можем заглянуть и честно себе сказать, да, это красиво и все классно, но давайте про реальность, да. Львы третьей декады. Ребят, чемодан без ручки – это тяжело, но гораздо тяжелее нести в себе страхи, которые не несут никаких результатов. Поэтому давайте уже закрывайте все вот эти свои сложные истории, тогда зима 2026 года будет совершенно другой. Она будет ярче, она будет интереснее, она будет, по крайней мере, классной. Но пока еще Уран должен, вот скажем так, должны сложиться события, которые скажут вам, ну, нужно уже с этим, правда, действительно прощаться. И это будет отправная точка, ваша классная точка. Но декабрь – это как раз-таки та история, которую нужно двигать. Нужно двигать. Жилищные условия тоже в эту сторону дышать. И даже вы мне скажете, Женя, да как же без денег, если работа поменялась? Работайте, внедряйте свои лучшие качества, потенциал, потому что 2026 для львов это вообще та самая история. Ну и львы третьей декады, кармические узлы начнут свой путь с июля 2026 года, с третьей декады львов, не с первой. Поэтому с вас будут больше спрашивать, а чего же вы достигли? От какой своей гордыни вы готовы отказаться для того, чтобы пойти дальше и построить себе вот такую взлетную полосу своей жизни? Это львы третьей декады. С вас начнется кармический разворот. Понимаете, о чем я говорю? Ребят, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, зарядила. Я надеюсь, не будете сидеть, рыдать и страдать. Это вообще не та тактика этой осенью. Движемся вперед. Но для этого нужно понять, кто мы есть и что же мы хотим. Честно, максимально честно, да, тогда это будет та самая очень красивая история. И в любовных отношениях, и в профессиональном плане, и в финансовой истории. Тогда у нас все будет хорошо. Ребят, по классике в конце актуальные ролики. Если остались вопросы, оставляйте в этом видео. Я буду в режиме свободного времени на них отвечать. Ну, увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.